Новый год. Очень классный праздник, очень много кто его любит, только давайте будем честны. С возрастом пропадает то самое новогоднее настроение, и как его опять достать, немножко и непонятно. Многие ставят елку дома, некоторые там украшают все вокруг, некоторые одеваются по-новогоднему, да, что-то только визуально все изменяется. Когда я был маленьким опёздышем, я обожал втыкаться вот в эту херню. Нет, не потому что там что-то шло интересное. Стоп, нет. Именно поэтому. Каналы СТС, ТНТ. На Новый год они делали просто целый праздник. Они запускали только мультики с 6 часов утра до 11 вечера. И там не были вот эти Шреки и тому подобное. Ну да, я знаю, Шрек хороший мультфильм, но когда вы посмотрите его раз 50, ну ладно, не 50, раз 15, он вам уже приестся. Показывали там краски всяких Скуби-Ду, полнометражки, какого-нибудь Бэтмена Маска Фантазма, Железный Гигант, по-моему, так он называется. Короче, все то, что обычно редко крутили по телеку. 1 января просыпаешься, встаешь, врубаешь СТС и уже кайфуешь с подарком в руках. Но сейчас такое осталось, но в сильно-сильно упрощенном стиле. Конечно, есть еще один вариант, как можно получить новогоднее настроение. Это идти по методике дарить приятнее, чем получать. Ну давайте будем честны, мы все евреи, мы хер кому подарим. Ладно, подарим, но недорого. Это важно. Когда вы ребенок, вы должны извлекать из Нового года максимальное количество выгоды. Например, в школе, знаете, каждому дарят вот этот подарок сладостей. Сколько он стоит примерно? Ну, я точно не знаю. Ну, наверное, рублей 300-500. Причем вы его покупаете за ваши же деньги. То есть вы сдаете учителю деньги, а он уже покупает подешевле подарки для вас. Немного нелогично, да? И вот, всем подарили вот эти сладости, вот эти огромные коробки. Но, как вы знаете, не все это может вам понравиться. И поэтому в тот же момент, когда дали вот эти все сундучки, начинаются торги. Я могу предложить вам сникерс, конфетку, зарачок. И в результате вот таких вот нелепых обменов мы делали свой сундучок из тех вещей, которые нам были больше вкусны. Иногда даже были реально аукционы. Иногда за киндер-сюрприз давали вот целые мешки конфет. Знаете, у меня как-то мама вызывала Дед Мороза на дом. Если вы не знаете, что такое Дед Мороз на дом, это когда приходит мужик, вы садитесь к нему на коленки, рассказываете стишок, а он вам дает яичко. Никакого извращения, реально так все и было. Но как я и рассказывал ранее в других хэштегах, я очень долго гнал родителям, что я верю в Деда Мороза, чтобы получить двойные подарки от родителей и от Деда Мороза. Это рабочая схема. Но в Деда Мороза я все-таки, перестал верить вот именно из-за этого случая. Даже, наверное, не из-за этого случая, а из-за ВХС-кассеты. У многих взрослых есть ВХС-кассеты с очень интересным содержанием. Я нашел такую же кассету у своих родителей, и там был Дед Мороз приходит... Там был новогодний сюжет. И по счастливой случайности так вышло то, что я увидел эту кассету где-то примерно за 1,5 недели до прихода Деда Мороза в мой дом. То есть примерно это выглядело так. О, привет, Максим, Дед Мороз пришел в твой дом. Мам, нам надо поговорить. Я ее немножко увел и сказал ей одну фразу. Мам, у меня есть подозрение, что это не настоящий Дед Мороз. Конечно, почему я так подумал, я ей не рассказал. Она меня просила, притвориться, я такой, я спокойно. Короче говоря, я посидел на коленках, мне дали яйцо. Я точно не помню, рассказывал ли я эту историю, но один из моих самых любимых новогодних праздников за всю мою жизнь, а мне 21 год, по моему лицу немножко непонятно, проходил вообще без света. И это было... круто. Есть только свечи и близкие. И это, наверное, самое крутое, что было под Новый год. Да, для многих Новый год это просто время, когда собираются друзья, угорают. Но хоть и последние несколько лет я провожу Новый год с друзьями, я все равно придерживаюсь того, что Новый год это праздник для того, чтобы собрались близкие, поговорили, подарили друг другу подарки, порадовались за друг друга. Я считаю Новый год для этого. Очень обидно, конечно, то, что в этом году я не смогу так отпраздновать. Но все-таки надеюсь, что отмечу я нормальный Новый год. Ну а пока что, пока рядом ваши близкие, и вам никуда не надо, празднуйте. Поверьте мне, каждый Новый год с близкими может быть последний. И я сейчас не пытаюсь какую-то чернуху вставить в философию. Я на полном серьезе вам говорю, ребят. Не делайте ошибок.